Доброго времени суток! Вас приветствует Лонфред, и сегодня у нас гайд на Аврору. Понеслась! Аврора – королева северных земель Нордгейла, владыка Ледяного моря. Как один из 4 стражей земель рассвета, она самоотверженно выполняла свой долг, защищая границу от пространственно-временных разломов и монстров. В одной из схваток Аврора потеряла руку и преданного рыцаря, после чего юная королева стала мрачной, холодной и исполненной печали. Лишь снега и льды остались ее спутниками в путешествиях по потокам северных ветров. Переходим к скиллам. Пассивное умение – Кодекс льда. Каждый раз, используя умение, будет заполняться одно из 4 делений. Как только шкала полностью заполнится, следующее умение нанесет повышенный урон, примерно на 30%, и заморозит цель. Первый скилл – Ледяной удар. Аврора выстреливает в указанном направлении ледяной стрелой, наносящей магический урон врагам в области взрыва. Основной спам – скилл персонажа, имеющий быстрый откат и высокую дальность. Используется для набивания стаков, зачистки крипов и задрачивания противников. Второй скилл – Горький холод. Наносит весомый маг-урон в одну цель и замедляет ее на 80% на 1,5 секунды. Ульта – Разрушение холода. Аврора призывает гигантский айсберг, обрушивающийся на врагов в указанной области, нанося маг-урон и замедляя. Противники вокруг центра падения получат в 2 раза меньше урона и также будут замедлены. Используем эмблемы мага со вторым перком волшебство, из дополнительных спеллов вспышку либо спринт, поскольку у данного персонажа нет эскейпа. Переходим к сборке. Обувь демона устранит проблемы с маной. Жезл молний – практически незаменимый предмет для любого мага, даст буст урона и перезарядку навыков. Божественным мечом еще бустим урон и увеличиваем дамаг по противникам, собравшим маг-защиту. Часами судьбы увеличиваем хп и дополняем жезл молний. Священный кристалл даст нам маг-атаку, а поскольку Аврора маг-прокастер, пассивка данного предмета зайдет как нельзя кстати. Мимолетное время поможет сократить восстановление ульты при убийстве или помощи. Лично я использую эту сборку и лишь изредка меняю последний предмет на антихил либо зимний жезл, в зависимости от пика противника. Лучше всего занять топ или бот-лайн с бойцом. Используем первый навык для удержания врагов на дистанции, а также для набивания стаков. После получения ультимейта раскрываются все прелести игры за Аврору. Имея первый предмет, жезл молний, вы уже сможете оставлять врагов с крупицами здоровья после комбинации навыков. А после приобретения божественного меча вторым предметом, практически все тонкие враги будут отлетать за прокаст. Комбинировать навыки можно по-разному. Все зависит от ситуации и пика. Разберем наиболее частые тактики, комбо и где их лучше использовать. Засадная тактика. С заполненной шкалой пассивки выжидаем противника. Используем второй скилл для его обездвиживания, затем ультимейт и добиваем первым навыком. Зачастую этого хватает для того, чтобы тонкий противник откинулся. Используем данный способ для ловли одиночных целей, решивших взять баф, монету или зачистить крипов. В групповых гангах или full team файтах наиболее полезно будет начинать атаку с ульты, поскольку все враги в области применения получат контроль, что поможет союзникам взять верх. В массовых замесах старайтесь контрить опасных противников, например, ультанувшие Люнакс или Харит. Словив от вас контроль, они лишатся своего преимущества. И, если ваши союзники не лишены умственных способностей, быстро зафокусят недруга. Ситуаций и примеров много. Из плюсов данного персонажа можно отметить наличие контроля или замедления в каждом скилле, большой урон, а вследствие возможность забирать многих противников с прокаста. Из минусов отсутствие эскейпа. В общем, Аврора — это очень опасный и многими недооцененный маг, действительно являющийся прокастером. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить палец вверх.
А также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного. Ну а с вами был Лонфред, всем удачи, пока-пока.